Марго, как вы считаете, что нас ждет после смерти? Чистилище и суд Божий или что-то еще? Ну, смотрите, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, кого нас. Если имеется в виду нас как Васю, Петю, Машу, мужчину, женщину, то их ничего не ждет после смерти. То есть ваша личность – это просто набор информации, которая здесь проявилась, в это время, в этом пространстве, с этим телом, с этим опытом. Вот. И когда вы уйдете, то есть тело чем станет? Оно разложится там, ну, или сожгут там его в конце концов. То есть тело, понятно, что исчезнет. То есть вас как тело уже не будет. Как раз понимание, что вы не тело, поможет вам уйти туда более легко. Вот. Вас как личности тоже не будет, потому что вы иллюзорны как личность, потому что вы являетесь просто набором информации, которую вас складывали. Если вот взять вас и, ну так очень условно, клонировать на 50 вас, но при рождении вы бы один остался там, где вы родились, вот как вы, а вторые там в Америку, в Норвегию, в Испанию, в Финляндию, то есть по всей планете расселили. И потом вот встретились бы здесь на Випассане. Вроде почти одинаковые тела, но кто-то потолще, кто-то потоньше, лица, прически там могут быть разные. То есть, по сути, это будете вроде как вы, но это будете не вы. Это будут такие же разные люди, как разные, которые сидят вот здесь. Вот. Причем мы еще из одной страны. А если бы сидели, представьте, вот все разные люди, и конфликты между вами были, и еще что-то, какие-то недоговоренности. Какой бы из них вы был бы настоящий? Каждый бы считал себя, естественно, собой настоящим, а всех остальных не настоящими. Так же, как вы считаете собой настоящим, остальные все так вроде как отделенность такая. Поэтому надо понимать, что то, что здесь проявляется в виде личности, маски, личины, со смерти это уйдет. И оно останется только как, вот как ваш сон, да, когда вы пробуждаетесь, по сути, вы умираете во сне. И сон вроде исчезает, и для вашей сегодняшней жизни уже не имеет никакого значения. Но как информация он сохраняется. Причем многие, наверное, знаете, что вам снится сон, и вы знаете, что вам он уже снился. Такое, наверное, многие встречали, что повторение вот этих снов. И, кстати, тоже механизм забывания снов, для чего он нам нужен. Поскольку, когда вы сновидите, то есть это настолько реально и ярко, что для вас это жизнь. И если вы проснетесь в этом состоянии, и для вас вот этот сон останется как часть этой жизни, у вас начнется путаница с этой жизнью. И во сне вы там Васе Петрову 10 тысяч отдали, а в этой жизни он приходит, когда ты мне 10 тысяч отдашь? Я же тебе отдал, как ты мне отдал? Вот так я тебе во сне там отдал. То есть будет полная запутанность. Но вам надо прожить сейчас вот эту жизнь с ее какими-то факторами, неровностями, страданиями, там, взлетами, падениями. Так же и дальше, чтобы ваша душа развивалась дальше, то есть вот эту историю надо как бы отложить. И мы себя определяем как, вот, как я, как эту личность, как тело. На самом-то деле вы абсолютно другой. И вот то, с чего мы начинали нашу беседу, вот как раз вот это суть и присутствие. Да? Вот вы как раз в этом присутствии, которое будет продолжаться уже после вот этой смерти. Вот есть такой регрессолог Майкл Ньютон, не знаю, может, кто-нибудь читал. Вот. Он как бы занимался возвращением людей в прошлой жизни. В принципе, да, это реально, через гипноз все это можно сделать. Вот. Но он стал сталкиваться с тем, что некоторые души стали рассказывать из пространства между жизнями, скажем так, вот с тонкого плана. И когда мне советовали эту книжку почитать, я так все откладывал, а когда стал читать, я увидел, что я знаю, что на следующей странице будет написано. Настолько я вот совсем был с этим согласен, то, что он писал. Хотя я такой обычно скептик в таких вопросах, но тут вот чувствовалось, что очень гармонично. То есть, по сути, то есть ваша душа это тоже как некая отделенность. Вы себя как душу-то прекрасно знаете. Просто сейчас она заснула и сновидит то, что вы считаете вот этой реальностью. Так же, как вы, когда засыпаете, да, вот ваша голова на подушке, и вы считаете реальностью тот сон, который она создает.
То есть вам в вашем сне надо прожить какой-то опыт, что-то отпустить, что-то там со страхами разобраться, или с потерями, или еще какие-то ситуации. Там тоже маленькая жизнь происходит. Но когда вы просыпаетесь, вы отпускаете. Тут, когда вы умираете, вы тоже это отпускаете. Душа, конечно, так может пометовать, в каких она телах была, поскольку вы уже были неоднократно и в мужских, и в женских телах, и поэтому часто вот у людей вот эта нетрадиционная сексуальность, которая уже там в моду стала входить, это просто ошибка, когда душа засиживалась очень долго в определенном теле, например, там в женском, а потом через 20 жизней родилась в мужском. А по инерции идет еще женская энергия. Вот. Чистилище и суд Божий. Вот чистилище и суд Божий это вот здесь, вот, в этом сне. Вот. Там опять вы попадаете в школу в некую. В первый раз, в первый класс, но попадаете уже не в первый класс, а в тот класс, в котором вы находились на момент, когда вы пошли вот в эту школу. Когда вы там окажетесь, вспомнив себя настоящего, да, то есть вы подобьете итоги какие-то, что вы выяснили из этой жизни, что-то, может быть, то, что, с каким вы заходили сюда запросом, чего-то вы и не реализовали. Надо будет опять пройти это все заново. Вот. Причем вот эти души, они помогают друг другу все это проходить. Например, ну вот кто-то не переживал никогда смерти ребенка. И две души на тонком плане, там у них, можно сказать, еще есть такие кураторы, которые тоже им помогают так немножко все это, чтобы много путаницы не было. Вот. И одна душа, другой говорит, ты никогда не переживал там смерть ребенка, я буду твоим ребенком, я умру. Да, давай попробуем. Вот. Мы засыпаем вот в этой жизни вот эти две души, и есть я как родитель, есть я как ребенок, ну уже там, вот этот ребенок умирает. И я переживаю весь этот кошмар, то, что называется в этой жизни. Но для чего-то он нужен. То есть для чего-то та душа согласилась, чтобы помочь, да, чтобы ты пережил это. И что самое-то главное, научиться вот это пережить. Научиться пережить, но не как с психологической помощью, да, или с какой-то какими-то медитациями или еще что-то, а просто как к любви и к доверию к Богу. То, что говорится, на все воля твоя, не моя. То есть это его воля протекает через вас. Если действительно надо, чтобы вы научились отпускать, он не через медитацию вам будет это давать, а через что-то другое. И это будет намного реальнее, чем медитация. Сможете вы с этим справиться или нет? И пока вы не справитесь, может это будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. И в один прекрасный момент, когда произойдет опять то же самое, скажете, Господи, ну действительно все воля Твоя. И вы отпустите то, что, за что вы тряслись, и то, что вам было мучительно страдание отпустить, вы отпустите легко, понимая, что тут нет ни смерти, ничего, вот этого умирания нет. И это будет не начитанная какая-то, не пересказанная кем-то, это будет ваш уже опыт. Это будет ваша любовь, это будет ваше отпускание. И вот тогда уже эта история у вас будет закрыта. Очень часто в жизни случаются какие-то ситуации, пока вы их не отрабатываете, они случаются, случаются и случаются. Наверное, сами вы, может быть, если отмотаете потом свою жизнь назад, посмотрите. Но как только вы что-то отработали, все это прекращается и все. Вот пока хамство на дороге вас раздражает, оно будет случаться, случаться и случаться. Как только вы примете это, оно практически начинает исчезать, и вы уже реагируете на это абсолютно спокойно. Чистилище, суд Божий, это вот рай, ад, это все в голове. Все эти страдания, все эти плюсы, минусы, дуальность. Какое там может быть чистилище? Да? То есть то, что здесь творит. Хотя, если понимать слово чистилище как в таком, опять вот я перевернул сейчас его буквально сразу, как в позитивном ключе, ну, то у нас здесь тоже чистилище. То есть, видите, боятся чистилища. А вы сейчас попали в чистилище, автор этой записки. То есть, что мы делаем? Мы чистим наше ментальное пространство, наш ум. И вот что происходит на випассане? Я, по сути, вам тут ничего не даю. Я вас только отнимаю. Отбираю все ваши конструкции, вот эти ментальные, все эти загоны, все эти страдания.
Поэтому вы здесь, да, очищаетесь от того, что мешает вам жить. Как раз через медитацию. И тот, кто не почищен, для них чистилище это что-то ужасное. Кто прошел это чистилище, он выходит такой, все, окей, помылся в баньке, все хорошо. Суд Божий, Бог же здесь не судить назначен, назначен любить. Вот та же Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И когда люди ее читают, особенно воцерковленные, да, то есть они читают: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». То есть меня надо помиловать, я вроде ничего не сделал, да, то есть меня надо помиловать. То есть есть какой-то инстанция, суд, и меня там или казнить нельзя, помиловать, сразу же такая ассоциация. Еще и грешного. Вот. Я вроде не нагрешил, но на всякий случай прочитаю эту молитву. А если раскрыть ее с другого видения, вот то, что я говорил, там включаем, когда мы сначала прокурора включаем, потом адвоката, а если наоборот, то есть поменяется все состояние. Что такое помиловать? Миловаться, милый. Это любить. Милый, любимый. То есть помилуй меня, полюби меня, а не то, что там какой-то орган власти выше надвис над вами и будет там молотками стучать. То есть вы просите: полюби меня грешного. Грех с греческого это значит промах, ошибка. То есть промахнувшегося, оступившегося. Вот так же ребенок просит маму: мама, люби меня, я там накакал, но все равно люби меня. Вот. То же самое и здесь. Но как можно вот в этой молитве увидеть то, что какой-то суд Божий, там надо меня помиловать, и я грешен там. Вот это откройте в себе, сразу все светлее становится. Так что чистилище только у нас в голове. Вот мы это чистилище, в этом чистилище чистимся от этого чистилища, можно сказать. А суда Божьего, ну, есть как бы карма, закон причины и следствия. И да, это работает, ну, как-то, как некая программа, она здесь включена. Но она же включена, вы же понимаете, вы там объелись что-то там, того, что нельзя много есть. Причина объедания, карма, там, ваш запор или диарея, или еще что-нибудь такое. То есть причина следствия. Кошки на хвост наступили, да, то есть она разозлилась, вашему ребенку лицо отцарапала. Вы там бегаете, ах, как так, что так вы причиной была. Вы там кошку или кого-то пнули под зад. И часто что в жизни с нами происходит, причем это понятно, что как-то в нашей логике, что мы сейчас делали, сейчас же нам должно как бы по заднице и перепасть. Нет. Там это все очень растянуто во времени, и не только в этой жизни, а еще и как бы в других состояниях. И что получается? Что это тоже как бы некая наметочка, что ты формируй себя следующего, то есть не греши в этой жизни, потому что ты себе намотаешь уже в той жизни. А с кармой разобраться очень просто. Ты просто принимаешь абсолютно все, что происходит. Вот опять это на все воля твоя. Потому что карма работает, пока ты не отработаешь какой-то вот этот урок. Вот. А ты, по сути, действительно соглашаясь с тем, что с тобой случается в жизни, ты как... Вот как если ребенок что-то накосячил, вы там с ремнем за ним бегаете, чем он больше от вас бегает, тем у вас там больше азарта. А если он там пришел, штаны спускает, ну я там что-то сделал, там на... Ну, у вас рука поднимется и ударит? Да, конечно же, нет. Вот. Так же и с кармой, да, то есть если на вид, что вы этот урок усвоили, что вы приняли, вот она сейчас на вас там обрушит все воды там каких-нибудь океанов, а вы говорите: да не вопрос, где-то я, значит, накосячил, давай. Вот. И все эти воды могут расступиться и оставить вас в покое. Но тут нельзя лукавить, вот в чем дело. Что если вы попытаетесь лукавством сказать: а я все принял, да, и мне ничего не будет, вам такое будет, что мама не горюй. Причем понимаете, что чем вы осознаннее и больше идете как бы в духовный рост, тем и ответочка будет сильнее. Поэтому, если уж вы оказались на духовном пути, ну, старайтесь поменьше косячить, потому что это все будет вас касаться. Это вот иногда рассказывают историю, ну, не знаю, как можно отнести ее к кармической или нет. Одно время
я заметил, что ну, можно становиться таким состоянием невидимки. Вот. Это как раз я в социуме увидел. Я как-то ехал там, в трамвае, шел контролер, я там денежку зажал, вот, и как-то что-то я весь так схлопнулся, так сжался, и он раз мимо меня прошел, то есть он шел по ряду, там, обилетил всех, обошел меня, стал других обилетить. Я думаю, ничего себе, как это так? То есть я сначала даже не понял, я думал, это случайность какая-то. Вот. Там, на следующий или еще там, через день там тоже опять в транспорт еду, опять так схлопнулся, опять меня обошли. Я стал замечать, что вот этим можно пользоваться. Вот. Но оно, правда, не на все 100% действовало. Вот. Но в больше, наверное, процентов 80, а то и больше работало. И как-то сажусь в трамвай, уже там, ну, денежку держу на всякий случай, контролер идет, я схлопнулся, меня обошли, я сажусь, захожу в метро, покупаю на эти денежки жетон метро, опускаю его туда, мне джинг, ни денежки, ни ворота не открылись. Я говорю, все, понял, больше не буду. То есть где-то ты не додал, то есть где-то тебе надо что-то отдать будет. Хорошо это в таком варианте, когда вам преподносится. А если вам отдавать придется что-то более дорогое, причем вы не отдать могли зажать копеечку, да, а отдать придется миллиард. Потому что у кармы ей до денег пофиг, ей главное, чтобы все это происходило. Поэтому, ну, по совести живите, и будет все хорошо. Соблюдайте, ну, не то, что договоренность даже со своей совестью. Потому что договоренность это тоже некое такое торгашеское отношение. Просто поймите, что иначе просто нельзя. И вот тогда ваша жизнь очень сильно может поменяться.